Всем привет, с вами Костян. Мы по-прежнему во Вьетнаме. Сегодня на обзорчике малюсенькая кафешка. Можно сказать, ровно напротив той самой стритфудной утки, которая уже была. Вот она здесь появляется. Там нам очень понравилось. А здесь у нас будет тоже неплохие такие стритфудные блюда. По крайней мере, я надеюсь. Мы уже что-то выбрали. А самое главное, сделали в телеге моей опрос, что нам выбрать финальным и главным блюдом. Так что, если до сих пор не подписаны на телегу, обязательно вот так подписывайтесь. Ну и дополнительная информация. У нас потихоньку начало уже поливать. Это не означает, что начался сезон дождей, потому что сейчас поливает, знаете ли, так раз в неделю. Сезон дождей – это когда 3 месяца дождь начался, и он не прекращается. Пока что еще потихоньку. Короче говоря, из мокрого места перемещаемся в сухое, и пускай нам приносят еду. Как и положено в таких столовых, а кафешкой или уж тем более рестораном я это, конечно, не назову, менюшки не особо большие. В данном случае, набор блюд состоит из каких-то вот блюд, которые мы некоторые уже взяли, затем заглавные. Голосование в Телеграме еще до сих пор продолжается, а это наполнение того самого том-яма. То есть хочешь кальмар, где кальмар? Вот кальмар, вот креветка, дальше всякие кимчи и прочие вещи. Это уже вот то, что ты сборную солянку такую хочешь себе сделать. Ну и здесь напитки. Мы взяли, в общем-то, самые дорогие блюда из основного меню. То есть у нас салат с говядиной и затем какая-то запеченная штука внутри. Не знаю, что там внутри. Пахнет очень вкусно и такое впечатление, что грибы. Самое, что интересное, когда я заказал этот салат, молодой человек подошел, поинтересовался, а в этот салат вы какую прожарку говядины хотите? Я такой, опа, ничего себе, это со салатик будет. Я говорю, medium rare, да. Он такой, rare, medium rare. Я говорю, medium rare, все нормально. Принесли, естественно, well done. Я посмеялся вместе с ним, он такой, извините, я такой, а нафига было спрашивать, короче говоря. Начнем, в общем-то, с этого самого салата. Стоит он, 49 всего лишь тысяч. Поэтому, вы знаете, когда за эти деньги вместо medium rare тебе принесут просто хотя бы наличие говядины, уже хорошо, уже ладно, докапываться не буду. Хотя, если спрашиваете, все-таки стоит выполнять. Давайте посмотрим, из чего состоит. Сверху накиданы кусочки говядины, они есть в некотором количестве. Мне, в принципе, наверное, даже и да, нормально. Количество говядины меня устраивает. Затем морковка, лучок, сам салат. Все под каким-то соусом, что еще снизу. Наверное, этим все и ограничивается. Огурчики еще какие-то тоже порезаны. Интересно, что это за соус. Я хочу в нем обвалять для начала просто вот говядинки кусок и попробовать. Отдельный респект за небольшие еще нарезки черри. Это классно. Где мой промаринованный кусочек говядинки? Жесткая, капец. Даже такой тонкий жевать долго. Это самая такая непрожевываемая говядина, которую, обычная подошва, короче говоря, добавить здесь нечего. Что же по поводу самого салатика? Мне, в общем-то, вкус понравился. А с самим салатом все в порядке. И с остротой в нем тоже. Прям действительно, да. Это острая штука. Я предполагаю сделать все-таки следующим образом. Мясо вниз засунуть, пускай пропитывается, потому что салат уже сам по себе готов, а мяса пока никакое. Я единственное, что еще, если Рома тоже захочет, сделает так же, с соусом попробую. У меня здесь на выбор, кстати, довольно много. Есть зеленый чили, есть красный чили, майонез с кетчупом, соевый с остротой и простой рыбный. Туда-то я и окуну. Здесь пожевать, но зато вкусно пожевать с рыбным соусом. Говядина, конечно же, не какая-либо мраморная, еще чего-то. Все про нее уже ясно. Сам салат при этом вкусный, острый, неплохой набор овощей. Серьезно, не докопаюсь ни в коем случае, потому что цена, ребят, это смешно.
серьезно, это нормально. Такую цену тебе еще и куски говяжьей подошвы. Нормально, сойдет. А также, ребят, огромное спасибо всем тем, кто уже поддерживает канал. Ну, просто без вашей поддержки, ну, не получилось бы у нас уже снимать, и канал бы давно загнулся. Поэтому поддержать канал можно на Бусти, на Патреоне, либо разовым донатом. На Бусти, между прочим, помимо раннего доступа, ровно так же, как все и на Патреоне, можно получить доступ к контенту, который не форматный, который на Ютубе я просто не смогу публиковать. Да, и важно, единожды подписавшись на Бусти, вы получаете доступ уже ко всему предыдущему, тому самому неформатному контенту. А подписка на Бусти стоит от 150 рублей в месяц. Ну, на мой взгляд, это очень даже неплохо, с учетом того, что у нас выходит порядка 10 роликов в месяц. Это, знаете ли, 15 рублей за один ролик. Так что, да, вполне себе. Еще раз огромное спасибо вам за поддержку. Без вас этого бы ничего не было. Давайте уточним, а это действительно так? No. Sorry. Смотри, сколько их тут, понимаешь? Sorry. А что вы хотели? Ладно, мы в действительно достаточно дешевом местечке. Хлебушек был бонусом к этому блюду, к которому следующему мы и приступим. Даже если внутри него были какие-то дополнительные ингредиенты, вы понимаете, о чем я, то, конечно же, они все полностью приготовились, потому что принесли это шкварчащим, кипящим. Мы, конечно же, попросили их развернуть и дали немножко остыть, потому что, даже сейчас я притронуться к этому еще не могу. Сейчас будем пробовать. А вот это блюдо уже выглядит интересно. Не знаю, что это за пельмешки. Наверное, какой-то тофу. Да, похоже на тофу. Шкурки специальной. Но здесь прилично этих шайбочек. Это хорошо. Это здорово и классно. Из чего дальше это состоит? Ага, есть креветки. Возьмем одну штучку, попробуем. Вешенки. Отлично. Какие еще грибы присутствуют? Это, видимо, порезанный королевский устричный. Это тоже классно. Это, видимо, кусочек кальмара. Кайф. Так, вешенки больше, не меньше. Овощи. Короче, ребят, вот это вот намес. И эноки тоже имеются. И еще вот. Вот. И вот грибочки в наличии. Всякие разные. Ты посмотри. Ну, это просто кайф. Невероятно. Да. И вот так. Ребят, ну, выглядит это потрясающе. Стоит это блюдо у нас 109 тысяч. И, во-первых, это много. Мы с Ромкой вот по такой плошке положили, а здесь как будто бы и не уменьшилось. Ну и ничего, давайте пробовать. Вот она, большая вешенка и вообще набор грибов. Да. Щупалка. Тоже да. Угу. Сельдерей даже есть, ничего себе. Я думал, обычная кинза, но нет, и сельдерей тоже. Ром, покажи в кадр, нам новый хлебушек принесли, заменили. Ага. Овощичка. Пропитанная соками. Хрустяшности почти не осталось, но опять же, почти чуть-чуть есть. Не знаю, как Роману, я небольшой любитель тофу, но попробую. Вы знаете, грибы, креветка, кстати, где она там у меня? И все остальное мне нравится намного больше, нежели тофу. Рома, ты вот такую креветку, когда она тушеная, совсем съедаешь? Или только... Или чистишь? А, вижу, чистишь.
Я не чищу, когда мне лень просто. А так я да? люблю, конечно, без хитина. И мне вот непонятно, почему бы здесь им тоже не почистить их перед тем, как туда положить было. Ну, кстати, чистится неплохо. Ну ладно, сюда пока сложу. У нас мусор пока не образовался еще. Иди сюда, креветка. Я обычно правой рукой это делаю. Давай вот так. И вот так. Не, чистится, кстати, очень прилично. Да, была замороженная, но это неплохо. Хрустяшность присутствует в таком блюде, в тушении. Вполне себе здорово и классно. Короче говоря, а я вообще не докопаюсь. Цена норм. Это еда не на одного. Это одному не съесть. Ну, я точно не съем. Ром, ты это сможешь один съесть? Если я голодный и захочу наесться и чем-то одним, то да. Да? Я точно не осилю. Поэтому Рома говорит, что на одного голодного мужика, я говорю, что на двух голодных меня. Это не означает, что я не мужик. Я скажу так. Даже если они дальше со всем остальным облажаются, ровно так же, как с хлебушком, я все равно выражу им респект и скажу: ребята, сюда можно прийти исключительно хотя бы ради вот этого блюда. Это круто, классно, отличное наполнение, большое разнообразие. Приготовлено здорово, не передержано. Грибы слегка хрусткие. Тофу, да пожалуйста, почему нет? Хочешь, ешь, хочешь, оставь его. Но все остальное, 2 креветки, да, может покопаемся, еще будет. Кальмарчик присутствует, короче говоря, восхищение. Роман, у тебя? Мне очень понравилось, и на удивление это не обладает какими-то вьетнамскими мотивами, я бы так Ты сказал. сахар имеешь в виду? Ну и сахар, и какие-то дополнительные вкусы, которые иногда присутствуют, которые мы не очень любим. Типа там маринованного бамбука или чего-нибудь такого. То есть если вот такое блюдо подать в любом заведении в России, то никто не скажет и не подумает, что это вьетнамское. Все просто съедят и скажут спасибо. Ну, в целом, да, я согласен. То есть нашему человеку это будет вполне себе привычное, отличное, замечательное тушение. И единственное, что его, наверное, удивит, это разнообразие и количество грибов. Слушай, ну это классно. У нас такие грибы очень дорогие, здесь они, конечно же, подешевле. Поэтому и цена такая. 109 тысяч за это блюдо. Однозначные лайки, вопросов нет. А мы поехали далее. И чтобы хлебушек не пропадал, ну вы знаете, мучное я не ем, а Роман вот сделал себе такой, как это, не знаю, сэндвич или что-то. Короче говоря, выел сердцевинку, туда внутрь вот этого всего вкусного напихал, полил соком и сейчас прожует и, наверное, скажет еще, как оно с хлебушком. Я мучное, да, и так хомячина достаточная. Получилось еще вкуснее. Еще вкуснее. Поверю на слово. Ладно, поехали далее. Выбирали мы что-то с Ромой, выбирали. И вы знаете, вот из основного списка блюд что-то выбрать дополнительное у нас не получилось. Потому что здесь что? Жареный рис с морепродуктами, жареный рис с яйцом и солью. Короче, жареные рисы. Затем лапша с морепродуктами, лапша. Основное мы взяли. Вот здесь вот сверху вот эти вот говядины и прочее, это ровно все то же самое будет, только с говядиной. Чуть-чуть подороже просто. Короче говоря, сейчас мы приступаем к тому, что подводим итоги в голосовании. А именно, распределилось все вот таким вот образом. Все, остановить опрос. Готово. Таким образом, получается 75% за жареную сковородку с морепродуктами. А именно, здесь вот они сверху присутствуют. Либо хот-пот тайский том-ям на 2 персоны, на 4 персоны. И жареная вот эта самая сковородочка на 2 персоны и на 4 персоны. Мы с собой возьмем на 2. Так что все, заказываем жареную сковородку с морепродуктами. Это, наверное, будет готовиться вот на таком вот, хотел сказать, хот-поте. Ну, короче говоря, на этой горелке. Дожидаемся, пускай приносят. Посмотрим, что за набор морепродуктов. По крайней мере, креветки здесь меня устроили. Они были неплохие, хоть и из заморозки. Вот такая вот сковородочка у нас. И принесли целую пачку
не улетай. Целую пачку новую маргарина. Замечательно, ребят. Спасибо вам, конечно, огромное, но нет. Ну и вот, как всегда, вот написано, я еще уточняю, это вот такая сковородка морепродуктовая, прям, смотрите, креветки, мидии, кальмары, тут все дела. Он такой, да, все, огонь, все здорово. Ну а по итогу приносят что? Это какое-то легкое, вот 2 креветки присутствуют, кайф. И ноки в беконе, здесь какие-то кусочки говядины. Набор-то сам по себе неплохой, но, ребята, когда вы уже в конце концов научитесь не просто так лепить какие-то картинки из интернета, а реально те блюда, которые у вас в меню присутствуют, ну что это такое? Я рассчитывал. И подписчиков, получается, подвел. Они голосовали за морепродуктовую жареную тарелку, а у меня будет жареная тарелка с каким-то мясом. В общем-то, обычным, нормальным набором. Короче говоря, он очень долго там переводил, бла-бла-бла. Все заканчивается тем, что да, это рандомная картинка, а у нас вот такое блюдо, приносим большие изменения. Короче говоря, мы, естественно, фольгу тоже убрали. Зачем на фольге готовить, когда у нас прекрасная чугунная сковородка? Масло нам растительное, обычное, нормальное принесли. Вот так. Чуточка нальем. Естественно, никаких кисточек у нас здесь нет, поэтому я воспользуюсь бамией и размажу все это дело. О, порядок. Сыровато пока еще, но вкусно. Если что, ее сырую, естественно, тоже можно есть, как и большинство овощей. Порядок. Ну чё, Ром? С кого начнем? Ну и давайте выкладывать потихоньку. И ноки, да говядинку. Вот, уже шкварчит. В этот раз не пожалели. Тут и бекончик в нормальном количестве, и грибы хорошо. И давайте кусочки говядинки. У нас потихоньку жарится. Хочу отметить, болгарский перец. Отличный, замечательный овощ. Он мне тоже очень нравится. Пускай тоже он здесь вот где-то готовится. Ребята, у вас присутствует вроде как кусочки говядины. Симпатичный бекон с грибами. Здесь вот тоже какой-то бекошка. Хорошо, ливер. Даже 2 креветки. Как они сюда стыкуются, непонятно. Скорее всего, не менее нелепо, нежели куски сосиски. Тем более, что я вижу, что это самая дешевая дурацкая сосиска, которую я здесь вообще никогда не покупаю. Здесь есть хорошие сосиски. Здесь продаются швейцарские, качественные, вкусные сосиски. Да, они значительно, конечно, дороже. Я не прошу их сюда добавить. Я говорю, тогда никаких не надо, а не вот это. Ладно. Ждем, крутим, жарим. Ничего, как видно, не пристает, потому что, ну, а к чугуну-то что будет приставать, когда он с маслом? Ну, отлично все, кайф. Жарим. И надо отметить, как обычно, неплохой набор овощей. Немножко бамии, кукурузки, баклажан и трава. Ну, трава я не знаю, это не для жарки, но тем не менее, короче говоря, захотел, допустим, свернул себе или просто закусил кусочек мяса салатом и еще вот таким салатом. Я, кстати, даже не знаю его название. Но кучу раз пробовали, это тоже вкусная трава. По краям не особенно жарится, да. Надо менять то, что в центре. Ага, очевидно. С тем, что по краям. Понял, принял. Исправляюсь. Вообще, я думал, чугунка будет равномерно прогреваться, но, как видно, нет. Ну и вот у нас уже здесь, да, все дожарилось. Выкладываем последние кусочки. Давай, вот так. Готовенько. И закидываем. Тоненькая какая-то
грудинка с хрящиками и со шкуркой, очевидно. Жарится все в основном на вот этой части, как вы видите, просто по той простой причине, что у нас здесь вентилятор стоит позади меня, и он дует в ту сторону. Поэтому вот серединка и та часть, да, они активные, а здесь, как вы видите, не очень. Так, сосиски не надо. Окей, с этим разберемся. А пока попробуем то, что уже пожарилось. Господа, не получится попробовать до того, как приготовить вот это, потому что, ну, Рома просто переставил камеру, я смотрю, здесь уже все зажаривается, да, не успеть. Здесь пока еще нет, короче говоря, сейчас дожарим и уже тогда всю говядину туда выложим, попробуем. Иначе просто, ну, сгорит все, вы же видите. Надо действовать все-таки достаточно оперативно. Вот эти кусочки, да, так как они тоненькие, да, все, они полностью уже готовы, их снимем. А вот эти теперь передвинем. Ну, в целом, да. До такой прям шкварки и зажаристости не буду доводить. Пускай вот так. Как-то так это и происходит. Небольшой лайв того, как мы это делаем обычно. А вот с субпродуктами уже вообще не важно, как оно и что тут будет жариться. Давай только распределим. Ну, совсем-то в шкварки я их не хочу, конечно, превращать, но тем не менее, ладно. Пускай они просто валяются. Даже я их вот на эту сторону передвину, чтобы они не так быстро готовились. Так, в конце попробуем, короче. Я взял иноки, затем какую-то грудинку и давай вот этот кусочек мяса. С него, собственно, тогда и начнем. По крайней мере, этот кусок значительно мягче. Угу. У меня тут рыбный. Неплохо. Когда я съел этот кусок мяса, я понял, что я съел нормальный, вкусный кусок мяса. Конечно, это не о каких прожарках, ничего. Это просто хороший, вкусный кусок мяса. Интересно, получится ли у меня проживать эти хрящики, но неважно. Самый главный кусок мяса. И хрящики тоже можно. Это вкусный маринад. Слегка сладенький. Мне вот эта грудинка с хрящиками понравилась намного больше. Хрящики, конечно, твердые, но они достаточно тонкие, так что моих зубов, слава богу, пока что хватает. Быстренько переверну вот эту штуку, хоть они здесь и жарятся достаточно медленно на этом краю. Так, давай. Вот так. Давай. Вот так. Роман, ты накладывай себе тоже, а, собственно, мне осталось попробовать что, болгарского кусочек, да, и иноки в беконе, которые у меня уже тоже есть. Ну, болгарский, я думаю, никого не удивит. Угу. Это то, что нужно. И одновременно с ним вот такой вот бекон, внутри которого иноки. У меня вот на эти 3 куска мяса ушло меньше времени, чем на один из того салата. Серьезно. Здесь мясо совсем другого качества. Проживать нормально можно. Ну, это хорошая сковородка. Другой вопрос, что да, изначально мы хотели морепродуктовую, но то, что эта сковородочка имеет право на жизнь, и она классная, и хорошее качество мяса меня вполне себе устраивает. Да, обычное, да, без изысков, но ты захотел поесть мяска, ты его поешь без вопросов. Сейчас вот я уже освободился, давай вот дожарим быстренько этот ливер, и да, его тоже можно будет попробовать. Хотя, вы же понимаете. И кусочек ливера. Маринад прекрасный у них. Не знаю, как тот самый ливер Роману будет. Скорее всего, это легкое. Я могу сказать так. Хрустяшка, слегка резиновая. Прожевывается легко. Да, вкусно, вкусно.
Обычно человеку приятнее, наверное, будет жевать, конечно же, мясо. Здесь просто, да посчитай, тоже мясо, просто абсолютно с другой текстурой. Я ничего против этого не имею. Давай, ладно, кинем 2 креветки. Пофиг, что там до сих пор жарилось у нас что-то другое. Пускай они вот готовятся помаленьку. И можно овощей еще накидать. Пока я это делаю, Роман рассказывает свои впечатления по мясу. Ну да, с говядиной мне здесь все отлично. И, ну, если с чем-то сравнивать, намного вкуснее, чем в том месте, где мы пытались ее погрилить, а у нас ничего не получалось. Ну да. И странно, что в салате не такая говядина у них была. У них же, получается, есть хорошая говядина. Притом, заметь, в салате спросили про жарку. Ну да. Это вообще интересно на самом-то деле. Так, и бамию бы покидать, это вот моя изначально. Ну, короче говоря, сейчас как-то это все попытаемся где-то разместить. Там уже огонек еще есть, нет? А то, может, поменять надо. Дело в том, что мы покуда здесь жарили, вот первую порцию закончили жарить, и они принесли вот тарелку, новую вот эту сковородку сзади поставили, и такие, вам поменять? Я говорю, а зачем? У нас все замечательно, у нас ничего не пристало, ничего не пригорело. Зачем они используют фольгу, мне лично непонятно совершенно. Это отличная сковородка, чугунная, на которой ничего никогда не пристает. Ее сначала обработал, а у них, видимо, обработанная. И у тебя все будет замечательно жариться на ней. Как у наших бабушек в деревне шкварчащая сковородка с кучей вот этой картошечки на сале там и так далее. Что может быть лучше и вкуснее? Вообще ничего. И тут я за всей вот этой зеленью не заприметил. Это, видимо, кимчи здесь принесли. Я хочу попробовать немножко. Ого, тут немножко, наверное, не получится. О, а вот и оно. Вы понимаете, о чем я? Вполне себе приличный кимчи. Капустка уже такая не совсем хрустящая, а вот морковка и прочее очень даже неплохо. Короче, а, Роман, а ты что, кимчи не хочешь попробовать? Я уже объелся. Меня уже ничего не лезет. Роман у нас сезонный человек, как я понимаю. Он сначала такой, я фанат кимчи, я фанат остроты. Потом он такой, нет, я не фанат кимчи уже больше, да? Я не фанат остроты больше. У нас огонь здесь, походу, заканчивается. Надо переворачивать. Ну да, баклажаны нормально готовятся. Да, то, что нужно. Короче говоря, вот эта сковородочка, не будь она перепутанная с морепродуктами, на мой взгляд, да, вполне. Можно ли вдвоем наесться? Опять же, да. Да, и креветки давай перевернем, эти уж точно готовые. Идите с этой стороны. Вот так. Да, не забывайте, конечно же, если у вас там закончился этот жидкое топливо или еще что-то, или сковородку захотели поменять, просто подняли руку. Достаточно просто даже показать, просто поменяйте мне сковородку, поменяйте мне там топливо. Это все работает, это все замечательно, не стесняйтесь. Я не устану повторять, что самое главное во Вьетнаме – это учтивость персонала. Нигде такого больше я не встречал. Пожалуй, единственный сегодня недостаточек, ну, все-таки их два, если докапываться, то это картинка, не соответствующая действительности. И, конечно же, салат с говядиной, ну, которую не проживать. Ладно, окей, все-таки это и не ресторан, который претендует на какие-то звезды или вообще какие-то лавры. На мой взгляд, это отличное местечко, куда можно заскочить, знаете ли, просто гуляя по Фонтиету. Единственное, о чем я сегодня еще жалею, это о том, что ресторанчик, хорошо, та же самая кафешка, столовка с уткой стритфудной сегодня закрыта. Я хотел дойти до них, взять, во-первых, уточки с собой домой, чтобы было что покушать, и выразить им свой респект. А Роман говорит, что он несколько раз уже туда заезжал, да? Раз 5 уже точно. Раз с того обзора, да. Представляете? Короче говоря, так что сегодня они почему-то закрыты, не знаю, может из-за дождя, но вот эти вот концентрированные стритфудные микрокафешки имеют абсолютное право на жизнь. Так что мимо них никогда не проходите, когда приезжаете во Вьетнам. Ну а с вами был Константин, для подписчиков Костян. Всем пока. А это тофу, что ли, да? Наверное. Ну, наверное. Наверное. Окей, поехали. Давай.
Это из особенностей национальных. Забыл? Они приехали в супермаркет на заправку. Да. Девчонки! Поехали на рыбалку, а? Сейчас на природе хорошо. Будешь кусочек? Этот готов. Ливер совсем не будет. Давай. Просто этот готов маленький. Я вот и по мере готовности аккуратно горячо. Куда ты сразу его?